Дефицит магния способствует легочным осложнениям, поскольку у населения увеличено потребление кальция, и тем самым магний падает, потому что они антагонисты. Магний регулирует тонус мышц бронхов и легочных сосудов, применяется в лечении астмы, аллергии, легочной гипертонии. Клетки легочной артериальной мышцы имеют более низкое содержание магния по сравнению с миокардом и другими типами кровеносных сосудов, поэтому они и слабже. Надо обязательно дополнять магнием. И берите какие-нибудь хелатные формы магния, как, например, вот такой вариант, потому что он намного быстрее усваивается и тем самым больше, то есть быстрее спазм снимет. И также он и помогает при лечении астмы. Ну, то есть вот этот вот, например, вариант намного лучше, чем, например, оксиды, которые в основном в аптеках и продаются. Не берите оксиды, берите только хелатные формы. Цинк. Дефицит цинка в рационе мышей вызывает повреждение легких, вызванное искусственным аппаратом. И уровни цинка значительно снижены у пациентов с острым респираторным дистресс-синдроме, и у них усиливается повреждение легких и воспаление. Так, дальше у нас здесь про цинк. Мы видим, что у пациентов с Хоббл имеется дефицит цинка, который определяется по волосам, а это самый лучший метод. Потом дальше. Добавки цинка сокращают пребывание детей в стационаре с острыми инфекциями нижних дыхательных путей. Цинк стимулирует противовирусную активность, повышает интерферон, регулирует иммунный статус, снижает цитокиновый шторм, и у всех таких детей цинк понижен. И здесь им давали 30 мг в день, и всего это 7 дней было. То есть всего лишь за 7 дней такие результаты. Витамин. Ну вот это как раз здесь про большие дозы говорится С-витамина. И, например, вот здесь написано, это вообще обзор разных исследований, что касается больших доз. Здесь, например, мы видим, что те, кто живут в тесных помещениях, и те, кто принимали С-витамин, у них пневмония встречается на 80-100% реже, чем у тех, кто не принимает витамин. В другом исследовании, которые принимали 1 грамм С-витамина и цинк, у них тоже были значительно снижены риски развития смертельно опасной пневмонии, малярии, диареи и других инфекций. И С-витамин он еще и лечил, не просто для профилактики. Ну и в прошлом ролике я тоже говорила, что, например, те, кто принимали 800 миллиграмм, жили на 6 лет дольше, чем те, кто принимал 60 миллиграмм. А это как раз доза, которую нам всем рекомендуют. Студенты, которые принимали 1000 миллиграмм каждый час, 6 часов, затем 3 раза в день, у них симптомы простуды и гриппа снизились на 85% по сравнению с теми, у кого было традиционное лечение. Ну и такие же были результаты в доме престарелых. Ну и вообще, конечно, нужен аллергикам тоже С-витамин, он тоже снимает приступы различные аллергические. Здесь курильщики и антиоксиданты. С-витамин, А-витамин, бета-каротин. Витамин С защищал легкие. Бета-каротин и А-витамин были связаны с повышением функций легких. С-витамин контролирует эмфизему. Курильщикам требуются повышенные дозы антиоксидантов, и чтобы достичь тех же самых уровней, чем не у курильщиков. С-витамин защищает от Хоббл, и другие антиоксиданты действуют на курильщиков мужчин лучше, чем на женщин. То есть у них будет лучший результат. D-витамин это скорее больше гормон, который отвечает за 200 генов. И даже на юге у людей часто дефицит. Дефицит увеличивает риски инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей и туберкулеза. Также уменьшает выдох при астмах и хрипах. Регулирует воспалительные цитокины, то есть подавляет цитокиновый шторм. Недостаток вызывает аутоиммунные заболевания, такие как диабет первого типа и рассеянный склероз. При добавлении D-витамина снижалась бактериальная нагрузка туберкулеза. Более 60 лет назад проводились исследования по применению D-витамина
на туберкулезную палочку и имели очень большой успех. Но потом пришли антибиотики и прекратилось все. D-витамин повышает антимикробный пептид, который уничтожает туберкулезную палочку. Также эти пептиды уничтожают вирус гриппа и простуды. Недавние исследования находят связь между витамином D и астмой. Вообще есть исследования, где D-витамин дает точно такую же защиту, как прививка от гриппа. И у пациентов с муковисцидозом снижен D-витамин, и его трудно поднять, поэтому им необходимы большие дозировки. Улучшает антибактериальную активность при этом заболевании. Вообще D-витамин связан со всеми хроническими заболеваниями легких, и у таких пациентов он тоже и снижен. И вообще дозировка в исследованиях, скажем, там от 1000 до 5000 в день, в зависимости от заболевания и от того, насколько он у вас понижен. И вообще, если у вас, например, D-витамин вызывает сердцебиение, то добавьте магний. Это, скорее всего, значит, что у вас магния может не хватать. Витамин А. Витамин А требуется при раннем развитии легких, альвеольном образовании, поддержании и регенерации тканей, очень важный при инфекционных заболеваниях. Дефицит повышает заболеваемость и смертность от них. Витамин А участвует в поддержании эпителиальных клеток, в том числе в дыхательных путях, связан с эмфиземой и другими заболеваниями легких. У пациентов с астмой установлена связь витамина А и степенью обструкции дыхательных путей, также с риском развития астмы и сильного хрипения. Повышенный уровень витамина А вызывал хорошую функцию легких и хорошее качество жизни у детей со стабильной астмой. У крыс на диете без А-витамина появлялась эмфизема. И при эмфиземе добавление витамина А предотвращало уменьшение количества альвеол и стимулировало образование альвеольной сетки. Недавний метаанализ показал, что высокое потребление витамина А может снизить риски рака легкого по сравнению с теми, у кого низкое потребление витамина А. И также риски смерти от рака легкого были снижены на 40-50% у участников, которые получали бета-каротин, витамин Е и селен. Но бета-каротин надо принимать именно с С-витамином. А то если просто курильщики, например, принимали, которые бета-каротин, у них рак легкого был повышен на 28%. Но опять-таки это был синтетический, и там не было С-витамина, поэтому только с С-витамином. Очень тоже помогает при различной онкологии, улучшает функцию легких, обладает антибактериальным действием, применяется при лечении бронхита, астмы, туберкулеза и других заболеваниях дыхательной системы. Обнаружен положительный результат при раке легкого. Можете здесь почитать, тоже интересно. Ацетилцистин, он же НАК, в аптеке он продается под названием АЦЦ. Это антиоксидант, повышает уровень глутатиона, который отвечает за детоксикацию. Применяется при хобл, улучшает функцию легких, очищает дыхательные пути, отдышку, обострение, разжижает, выводит мокроту. Есть разные исследования, в которых он улучшает функцию легких, но есть исследования, где не самый эффективный. Но поскольку вообще нету в медицине эффективных препаратов, поэтому его рекомендуют. Он муколитик, поэтому необходим при астме и муковисцидозе. НАК плохо усваивается, только около 10%, и поэтому надо применять около 600 мг 2 раза в день. Есть дозировки, где 2 грамма в день. И берите, конечно, на iHerb, там он получается и дешевле, и дозировка больше, и банка сама больше, потому что там АЦЦ стандартная дозировка где-то 200 мг. Для улучшения функции легких была дозировка 600 мг в сутки, но в течение 6 месяцев. И только тогда были такие очень значительные улучшения. Также НАК – это растворитель биопленок бактерий. И когда вы лечитесь антибиотиками, он повышает шансы на успех. То есть это и есть сейчас проблема таких антибиотиков, что они не проникают в биопленки. Только очень сильные антибиотики, которые уже применяются, когда уже
ты попадаешь там в реанимацию, только тогда те могут пробить биопленки, а обычно антибиотики в основном не пробивают. Поэтому лучше всякие биорастворители пленок применять при этом. Коровяк. Ну, его еще на iHerb называется мулен. Было много исследований на влияние травы на туберкулезную палочку. И в исследовании в Исландии там 6 из 7 пациентов показывали положительные результаты. Коровяк обладает успокаивающим и отхаркивающими свойствами, является и обладает антимикробной активностью, особенно от гамма-положительных бактерий, включая стрептокок ауреус. И также на его штаммы, которые устойчивы к антибиотикам. Травы при заболевании легких, особенно которые помогают при одышке, которые являются симптомом разных заболеваний. Исоп помогает при различных заболеваниях легких и аллергии. Авиценна называл его одним из самых сильных для лечения одышки. Обладает противовирусными, антимикробными, противогрибковыми эффектами. Девичий папоротник очищает от мокроты, и сейчас некоторые фармацевты приготавливают вручную настойку для легких из него. Лакрица, то есть она же солодка. Исследования подтвердили эффективность при воспалении легких и легочном фиброзе. Кашле обладает противовоспалительной и противовирусной активностью. Ну и в принципе сейчас она может даже помочь при вирусе, коронавирусе, потому что там препарат, который в Америке они сейчас первый сказали, что помогает. У него такое же действие, как и у солодки. Там у меня первый ролик самый, можете там посмотреть, ссылка есть на это. Следующее, фенхель. Обладает противомикробным действием, противовоспалительным. Пажитник. Помогает при синусите, кашле, отхаркивающе, помогает от боли в груди. Корень алтея. Очень популярное средство. Обволакивающее. Помогает при сухом кашле, лихорадке, простуде. Ну, также здесь описаны и другие травы. Это и плод айвы, фиалка, шафран, тимьян, который также при туберкулезе помогает. А вообще при лечении астмы был самым лучшим признан это инжир. Так что вот попробуйте этот фрукт, если у вас астма. B5, она же пантотеновая кислота. Вспомогательное средство для лечения туберкулеза. Стимулирует эпителиальные клетки, противовоспалительное и антибактериальное действие, повышает иммунитет и врожденный, и приобретенный. Но также здесь описываются витамины А, С и D и их роль в лечении туберкулеза. Витамин В5 уменьшает рост туберкулезной палочки в макрофагах, а это и есть основные клетки, которые убивают туберкулезную палочку. Витамин В2, рибофлавин, защищает легкие от острого повреждения, уменьшал кровотечение и кровоизлияние от 51% и до 76%, снижал окисление в легких на 45% и в плазме на 74%. Витамин В1, тиамин, защищал от повреждения сетчатки, вызванного противотуберкулезными препаратами, и имеет такое же действие, как и витамин В5, поднимает иммунитет и также подавляет рост туберкулезной палочки. Витамин В3, ниацин. Большая доза ослабевала воспаление легких и улучшала выживаемость у крыс во время сепсиса, уменьшала повреждения легких при заболевании кишечной палочкой. Фолиевая кислота. Найдена связь между низким потреблением витамина и функцией легких, таких как различные заболевания хоббл и одышка. Витамин В12. Вот тут осторожно, кто принимает большие дозы этого витамина, потому что большая доза может повысить риски рака легкого. Лецитин восстанавливает податливость легких у крыс лучше, чем коммерческие препараты сурфактаны. Селен. Селен эффективен для профилактики рака легкого, особенно у тех, у кого селен понижен, и снижает нефротоксичность и побочные эффекты от лучевой терапии, вызванные цисплацином.
Также мы здесь видим дальше селен и астма. Селен и астма связана с повышенным окислительным стрессом. Особенно, скажем, выигрывают те, опять-таки, у кого селен был низким. И сейчас вообще-то почти все почвы, они бедны селеном. Это и Запад России, и Европа, и у пациентов с астмой у них всегда более низкий статус селена. Флавоноиды при терапии рака легкого. Это различные флавоноиды, их очень много. Это и кварцетин, генестеин, камферол, байкалиен, лютеолин, апигенин, ну и другие. Читайте, там вообще не выговорите. Ну и также их комбинации с традиционными препаратами. Смотрите сами, потому что здесь очень много информации, как их комбинировали. И также, как и другие флавоноиды и кварцетин в основном, связаны с уменьшением числа случаев астмы. И также вообще кварцетин, он, конечно, аллергикам необходим. В принципе, те препараты, которые от аллергии, они часто и содержат кварцетин. Магний и калий опять. Низкое потребление магния и калия было связано у детей с пониженной функцией легких. У детей, у кого меньше магния и калия, у них выдох был намного ниже. Так что вот посмотрите, здесь вообще приводится там до 75% даже.